Представь обычный день, самый обычный. Ты копаешь грядку, чинишь трубу во дворе, гуляешь с собакой по тропинке, по которой ходил 1000 раз. И вдруг лопата стукается обо что-то твердое. Ты думаешь, камень, корень, старая консервная банка, наклоняешься, счищаешь землю. И земля отдает тебе то, что прятала сотни лет, иногда 1000. Звучит как сказка, но это не сказка, это случается. Прямо сейчас где-то в Европе кто-то выкапывает на своем участке клад, о котором даже не мечтал. Золото римских легионов, украшения средневековых вельмож, монеты, которые кто-то закопал в страшный год и не вернулся за ними. Потому что началась война, потому что пришли враги, потому что человек просто не дожил. А золото осталось лежать, ждать. И вот что важно понимать с самого начала. Земля Европы — это не просто грунт. Это слоеный пирог из тысячелетий. Под одним полем может лежать кельтское украшение Железного века, чуть глубже — римская монета. А если копнуть еще — бронзовый клад, которому 3000 лет. Каждая война, каждое вторжение, каждый страх перед завтрашним днем оставлял здесь свой слой. Люди прятали то, что не могли унести с собой. А потом либо возвращались, либо нет. Чаще всего нет. Сегодня 13 историй из Европы. 13 человек, которые ничего не искали и нашли. Кто-то просто чинил пруд, кто-то гулял с собакой, кто-то копал грядку. У каждого свой клад, у каждого своя загадка. И почти за каждым стоит вопрос, на который никто так и не ответил. Кто это спрятал? И зачем? И еще один вопрос, самый неуютный из всех. Сколько такого до сих пор лежит под чьими-то ногами? Может, и под твоими? Поехали. Начнем не с Золотых гор. Начнем с маленькой истории, от которой щемит в груди. Швеция, городок Мора, 1995 год. Женщина по имени Лена печет что-то к Рождеству вместе с дочками. Снимает с пальца обручальное кольцо, белое золото, 7 маленьких бриллиантов. Она сама придумала его дизайн, кладет на чистый стол, чтобы не запачкать. А через минуту кольца нет. Они переворачивают всю кухню, заглядывают в каждую щель. Через несколько лет, во время ремонта, даже снимают плитку с пола. Вдруг закатилась под нее. Ничего. Кольцо исчезло, будто его и не было. Лена смирилась. 16 лет смирялась. И вот 2011 год. Она работает в огороде. Дергает морковь. Одна морковка совсем мелкая, кривая. Она почти отбрасывает ее в сторону. И вдруг замечает, на моркови что-то блестит. Это кольцо. Ее кольцо. Морковка выросла прямо сквозь него. Понимаешь, что произошло? 16 лет назад кольцо, скорее всего, упало в раковину вместе с очистками. Очистки пошли в компост. Компост — на грядку. И там в земле семечко моркови проросло точно через колечко. Природа сделала это нарочно, как будто пошутила. Кольцо стало мало, за столько лет палец изменился. Лена сказала, что отдаст его расширить, чтобы снова носить. И знаешь, что самое интересное? Это не единственный такой случай. В Канаде, в провинции Альберта, женщина по имени Мэри потеряла кольцо на грядке в 2004-м. Оно соскользнуло с пальца во время прополки. Ей было так стыдно за свою неосторожность, что она скрыла случившееся даже от мужа. Купила дешевую копию колечка и носила ее, чтобы никто не заметил подмены. Муж умер в 2012-м, так и не узнав правды. Только сыну Мэри в какой-то момент призналась. А в 2017-м, спустя 13 лет, ее невестка собирала урожай на той же грядке и выдернула морковь с тем самым кольцом, обвившимся вокруг корнеплода. Две женщины, две страны. Одна и та же морковь-предательница, которая хранила тайну годами. Это, конечно, не миллионы, но иногда то, что земля прячет и возвращает, дороже любого золота. А вот теперь про золото. Австрия. Городок Винер-Нойштадт, недалеко от Вены, 2007 год. Мужчина, его потом назовут только Андреас, фамилию он скрыл, копает у себя на участке, хочет расширить маленький пруд. Обычная работа, лопата, земля, пот. И вот из земли он вытаскивает комья, грязные склизкие комки, в которых что-то есть. Он смотрит, какая-то ерунда, куски металла, облепленные глиной. Ничего красивого, ничего блестящего. Он даже не понимает, что держит в руках, и делает то, что сделал бы почти каждый. Кидает эти комья в коробку, несет в подвал и забывает про них на 3 года.
Только в 2009-м, когда Андреас продает дом и пакует вещи, он снова натыкается на эту коробку. Глина за 3 года высохла, часть ее осыпалась. И вот тут он замирает. Под грязью золото, и серебро, и камни. То, что он чуть не выбросил, что 3 года пылилось в подвале рядом со старыми инструментами, оказалось одним из самых значительных средневековых кладов в истории Австрии. Больше 200 предметов. Если считать все обломки, 238. Кольца, броши, пряжки для пояса, позолоченные серебряные пластины. Многое усыпано жемчугом, окаменелым кораллом. Возраст около 650 лет, конец XIV века. Когда об этом узнало австрийское ведомство по охране памятников, обычно сухие чиновники, они написали в официальном заявлении одну фразу: «Сказки все еще существуют». Кто закопал эту красоту у дороги 600 лет назад? Скорее всего, ювелир или купец. Спрятал и не вернулся. Почему, никто не знает. Война, болезнь, смерть. Земля не рассказывает. А Андреас 3 года хранил национальное сокровище в коробке в подвале. И ведь мог просто выкинуть на свалку. Кстати, копал-то он пруд. Запомни эту деталь, пруд. Она будет повторяться. Будто вода притягивает золото. Испания, север, Горная Астурия, 2023 год. Мужчина по имени Серхио работает на компанию, которая ищет источники воды. Обычное задание — пройти по склону, посмотреть, проверить трубы. Ничего особенного. И вдруг среди камней что-то блестит. Он наклоняется, поднимает. В руках золотая штука, перекрученная, тяжелая. Похоже на массивное ожерелье. Он не сразу понимает, что это. А это торг, шейное украшение, которое носили знатные люди. Кельтская работа. Потом он находит рядом еще одно, второе. 2 этим ожерельям 2500 лет. Их сделали кельтские мастера в Железном веке, за 500 лет до нашей эры. Литье, филигрань, зернь, сварка — все приемы древнего ювелирного дела, собранные в одном предмете. Археологи потом скажут, на тех местах, где украшение касалось шеи, видны потертости, значит, его носили. Долго носили. Живой человек 2500 лет назад. А почему они вообще оказались на поверхности? Из-за пожаров в регионе сошел небольшой оползень. Земля сдвинулась к роднику и вытолкнула золото наружу. 2500 лет оно лежало в склоне. И вот огонь, потом оползень и металл снова на свету. Серхио сделал все правильно, позвонил властям, вызвал специалистов. Археологи были в восторге. Обычно такие вещи находили 200 лет назад, когда раскопки велись варварски, и вся информация о месте терялась. А тут нетронутый клад, который можно изучить как следует. Профессор, который приехал на место, сказал, это исключительный случай. Человек пошел искать воду, а нашел кельтских вельмож, которые жили за 500 лет до Рима. Что еще прячут эти горы, никто не считал. Помнишь, я говорил, запомни про пруд. Вот опять. Англия, городок Торнбери, 2004 год. Мужчина по имени Кен решает выкопать у себя в саду пруд. Красивый, для воды, может, с рыбками. Берет лопату, начинает копать. И вместо места под воду находит кое-что другое. Монеты. Сначала несколько, потом больше, потом намного больше. Когда все посчитали, оказалось 11 460 штук. 11 с лишним тысяч медных римских монет. Возраст от 260 до 348 года нашей эры. Им почти 1700 лет. Подумай об этом. 17 веков назад кто-то, римлянин или британец под властью Рима, закопал на этом месте целое состояние в монетах. И не забрал. А спустя 17 столетий человек захотел пруд для рыбок и наткнулся на чужие сбережения возрастом в 1700 лет. Кен поступил честно, сообщил о находке. Местный коронер объявил клад сокровищем, оценили его в 40 000 фунтов. Музей Бристоля выкупил находку, и теперь ее может увидеть кто угодно. Она так и называется – Торнберийский клад. Заметь закономерность. Пруд в Австрии – золото, пруд в Англии – золото. Что-то есть в этих людях, которые роют ямы для воды. Они находят не воду, и снова тот же немой вопрос. Кто закопал 11 000 монет и почему не вернулся? 17 веков назад в этой части Британии рушилась римская власть. Может, человек бежал, может, погиб. Спрятал самое ценное в землю
думая, что вернется, когда все утихнет. Не вернулся. Германия, окрестности Лейпцига. Июль 2025 года. Совсем недавно. Поисковик с лицензией по имени Даниэль ходит с прибором по полю. Обычное поле, каких тысячи. И прибор находит маленькую золотую монету. Крошечную, около 2 граммов, меньше мелкой монетки. Но из почти чистого золота. И древнюю. Очень древнюю. Ей 2200 лет. Это самая старая монета, когда-либо найденная в этой части Германии, в Саксонии. Сделали ее кельты еще в III веке до нашей эры. На одной стороне голова животного, скорее всего оленя. На другой кельтские символы, шейное кольцо, звезда, шар. Удивительно, что монета почти в идеальном состоянии, будто ее только что отчеканили. Значит, в обороте она не была, ее хранили. Как ценность, как знак статуса. Кто-то богатый, кто торговал с кельтами, берег ее особо. Но самое красивое – это ее название. По-немецки такие монеты зовут радужными чашечками. Из-за изогнутой формы, как маленькая мисочка. И из-за старого поверья. Люди верили, золото можно найти там, где радуга касается земли. А знаешь, откуда взялось это поверье? После сильных дождей вода вымывала такие монеты из почвы прямо на поля. Крестьянин выходил на утро, а в земле, там, где вчера стояла радуга, что-то блестит. Вот и решили, радуга оставляет золото. Даниэль сделал все как надо, сразу сообщил археологам. Монета теперь поедет в музей. Маленький кусочек золота, 2200 лет в земле и древняя сказка про радугу, которая оказывается наполовину правда. И раз уж мы в Германии, вот тебе вторая история оттуда, совсем другая, без светлой сказки про радугу. С человеком, который поступил не так, как надо, и с уроком, который стоит услышать. Нижняя Саксония, окрестности деревни Борзум, 2017 год. Молодой парень по имени Янник ищет с металлоискателем с детства. Просто хобби, увлечение. Но в Германии, чтобы официально искать с прибором, нужно разрешение от властей. А Янник его так и не получил. Постоянно спорил с чиновниками, не хотел проходить бюрократию. И вот однажды прибор находит клад. Серебряные римские монеты, много, очень много. Серебряные слитки, золотое кольцо, золотая монета. Возраст около 2000 лет. Эпоха ранней Римской империи. Время, когда римляне и германские племена то воевали, то торговали друг с другом на этой самой границе. Это одна из крупнейших находок римских монет за всю историю региона. И что делает Янник? Не звонит археологам, не сообщает властям. Выкапывает все сам, без разрешения, без науки, разрушая бесценный исторический контекст. То самое, ради чего важно звать специалистов до того, как тронешь землю. Складывает находку в деревянный ящик и прячет ящик у себя дома. И молчит. 8 лет. Боится штрафа. Боится наказания за незаконные раскопки. Носит это знание в себе, пока однажды уже взрослым 30-летним мужчиной не решает признаться. В апреле 2025 года он сам идет в полицию и в ведомство по охране памятников города Хильдесхайм. Приносит ящик. Археологи сразу едут на место, которое он указал. И там, в земле, до сих пор лежат монеты, которые он не заметил при своей самодеятельной выкопке. В итоге собрали почти 450 серебряных монет, и это один из крупнейших римских кладов, найденных в Нижней Саксонии. Что с Янником случилось дальше? Срок давности за его незаконные раскопки истек, дело против него закрыли. Но вот что он потерял навсегда – это знание. Та неаккуратная выкопка 8 лет назад уничтожила археологический контекст. Ученые уже никогда не узнают точно, как монеты лежали в земле, в каком порядке, в какой таре. А ведь именно это рассказывает историю, кто закопал, когда, зачем. Прятали ли это сами римляне или местное германское племя, которое отбило монеты в бою? Сравни эту историю с Хоксном, где фермер Эрик, едва увидев первую монету, остановился и позвонил археологам. Там ученые получили клад целиком, нетронутым, изучили каждый сантиметр земли вокруг него. А здесь только разрозненные монеты без контекста и навсегда потерянный кусок истории. Янник в итоге прошел официальные курсы для металлоискателей, стал законным поисковиком. Хочется верить, впредь будет звонить сразу. Это, наверное, самый важный урок из всех историй, которые мы сегодня рассказали. Само золото никуда не убежит,
оно лежало в земле 2000 лет и подождало бы еще немного. А вот знание о том, кто его туда положил и почему, это уничтожается за один неосторожный день. Торопливость стоит истории больше, чем сама находка. Дания, поселок Винделев, недалеко от города Елинг, декабрь 2020 года. Инженер по имени Оля получил на день рождения от тещи металлоискатель. Просто подарок без особого смысла. Оля раньше с такими приборами почти не работал, может, пару раз держал в руках. Он выходит на поле своего знакомого, где обычно сажают ячмень. Включает прибор и почти сразу сигнал. Копает. Достает кусок металла, мятый, грязный. Смотрит и решает, что это крышка от банки селедки. Кидает в мешок с остальным мусором. Ржавые гвозди, шурупы, обломки железа. Через несколько шагов еще один сигнал. Снова блестящий кружок. Оля хмыкает. Видимо, кто-то здесь обожал консервированную селедку. И этот кружок тоже летит в мешок. Но когда находится третий такой кружок, он, наконец, останавливается и решает рассмотреть находку повнимательнее. Стирает грязь с поверхности и видит лицо. Римский император смотрит на него с золотого диска. Вот тогда он понимает, это не банки из-под рыбы. Тот декабрьский день Оля прервал, чтобы успеть на рабочую онлайн-встречу. А когда снова взялся за дело, выкопал из земли 14 золотых дисков. Некоторые размером с блюдце. Когда находку изучили специалисты, оказалось, это золото возрастом 1500 лет, 6 век нашей эры, еще до эпохи викингов. В общей сложности набралось 22 предмета, почти на килограмм чистого золота. Самый крупный клад такого рода за последние десятилетия и один из самых значимых во всей истории Дании. Среди находок медальоны, которые называют брактиатами, тонкие золотые пластинки с гравировкой, которые носили нашитыми на одежду. На одном из них руническая надпись. И когда ученые расшифровали ее, оказалось, это самое древнее письменное упоминание бога Одина, известное науке. Надпись отодвинула историю почитания Одина на 1,5 века назад. Подумай об этом. Человек, который думал, что нашел крышку от консервов, на самом деле держал в руках первое в истории письменное упоминание верховного бога викингов. Археологи говорят, до этой находки на месте Винделева ничто не намекало, что здесь до возникновения датского королевства жил могущественный вождь или знатный человек. Ни раскопок, ни легенд, ничего. Золото лежало в земле 1500 лет и хранило память о человеке, о котором больше никто и никогда бы не узнал. И вот что особенно работает в Дании. В отличие от многих других стран Европы, здесь не запрещают людям ходить с металлоискателями. Наоборот, государство платит вознаграждение за каждую находку и обучает людей сдавать находки в музеи. Поэтому именно в Дании каждый год находят тысячи предметов, и именно благодаря обычным людям с приборами на карте страны появляются храмы, торговые пути и поселения, о которых раньше никто не знал. Оля сдал золото государству. Сказал потом журналистам, «Дания — это 16 тысяч квадратных километров, и мне выпало включить прибор именно там, где лежал этот клад. Чистая удача». И самый дорогой подарок на день рождения, который только можно представить, даже если дарили вовсе не золото, а просто железяку с кнопкой. А вот следующая находка вообще из другой эпохи. Настолько другой, что в нее сложно поверить. Возвращаемся в Испанию. И это, пожалуй, самая странная история из всех. Декабрь 1963 года. Археолог по имени Хосе Мария Солер ищет в высохшем русле реки недалеко от города Вильена. Место сухое, каменистое, ничем не примечательное. С местными добровольцами он копает и натыкается на большой керамический сосуд. Открывают, а внутри золото. Много золота. Часть вещей лежит прямо в гравии в нескольких метрах от горшка, будто их когда-то растащило. Когда все собрали и посчитали, 66 предметов. 11 чаш, 3 бутыли, 28 браслетов и всякие мелкие детали. Почти 10 килограммов золота. Высокой пробы настоящего. Этому кладу больше 3000 лет, поздний бронзовый век. Его называют самым важным доисторическим сокровищем Европы. Уступает он только золоту из царских могил Микен в Греции, и все. Уже одно это фантастика. 10 килограммов золота возрастом в 3000 лет в простом глиняном горшке в пересохшей речке. Местная сенсация, о которой писали газеты по всей Испании, во Франции, в Германии, даже в Америке.
Но настоящая загадка вскрылась только в наши дни. Среди золотых вещей были два предмета из странного темного металла, тусклого, словно покрытого ржавчиной, потрескавшегося. Долго не могли понять, что это и откуда. Браслет и небольшая полая полусфера, может, навершие скипетра или меча. И вот в 2024 году ученые провели точный анализ. Это железо. Но не обычное земное железо. Это железо из метеорита. Понимаешь, что это значит? 3000 лет назад, когда люди еще толком не умели выплавлять железо из руды, для них железо было драгоценнее золота. Кто-то взял кусок металла, упавший с неба. Из настоящего метеорита, который рухнул на Землю сотни тысяч лет назад. И сделал из него украшение. Положил рядом с золотом в один и тот же клад. Земное золото и небесное железо вместе. Такие вещи в Европе того времени – огромная редкость. Почти все известное метеоритное железо той эпохи связано с культурами далекого восточного Средиземноморья. А тут Испания. Глиняный горшок, высохшая река. Кто эти люди? Зачем они спрятали 10 килограммов золота и кусочек звезды в горшке? 3000 лет назад. Мы не знаем, сосуд молчит. Но теперь, когда держишь в голове эту картинку, золото из Земли и железо из космоса в одном горшке, обычные клады кажутся уже не такими простыми, правда? Франция. Городок Ньювиль-сюр-Сон, рядом с Лионом. 2025 год. Совсем свежая история. Мужчина копает у себя в саду котлован под бассейн. Опять вода, заметь. Уже не пруд, бери выше, целый бассейн. И снова земля отдает золото. Он находит свертки в пластиковых пакетах. Внутри 5 золотых слитков. И много золотых монет. На сумму около 800 тысяч долларов. И вот тут история сворачивает в неожиданную сторону. Обычно в таких случаях главная загадка, кто закопал и 1000 лет назад. Но это золото оказалось совсем свежим. Эксперты определили, слиткам всего 15-20 лет. Их переплавили на заводе недалеко от Лиона совсем недавно. У каждого слитка свой уникальный номер. Полиция пробила номера и выяснила, золото купили законно. Никто его не крал. То есть это не древний клад. Это чьи-то спрятанные сбережения. Кто-то совсем недавно зарыл в саду почти $1 миллион в золоте и не сказал никому. Кто? Прежний владелец дома, а он умер. Новый хозяин прожил в доме всего около года, копнул под бассейн и стал богаче на 800 тысяч. По французскому закону, которому больше 200 лет, клад принадлежит тому, кто нашел его на своей земле, так что золото осталось у него. А зачем покойный закопал золото в саду вместо того, чтобы держать в банке? Не доверял банкам? Прятал от кого-то? От налоговой? От родни? Этого мы уже не узнаем никогда. Человек унес тайну с собой. И вот что цепляет. Клады бывают не только древние. Прямо сейчас, в наше время, кто-то закапывает золото в землю. И однажды его тоже найдет случайный человек с лопатой. Англия. Западный Йоркшир. Городок Эквард. 2011 год. Доктор по имени Оуэн смотрит на яму, которую выкопали у него в саду строители. Что-то торчит из земли. Краешек керамического горшка. Он наклоняется, тянет за горшок, и горшок раскалывается надвое. А оттуда, по его собственным словам, монеты посыпались, как из игрового автомата. Почти 600 монет. 52 золотых, 539 серебряных. И еще кое-что – золотое кольцо. Монеты времен английской гражданской войны, 40-е годы 17 века. Тогда страна раскололась надвое – сторонники короля против сторонников парламента. Города осаждали, людей убивали, и каждый, у кого было что терять, прятал свое добро в землю. Этот клад зарыли примерно в 1645-м, как раз когда неподалеку шла осада роялистской крепости Пантефракт. Скорее всего, какой-то зажиточный сторонник короля закопал все свое состояние, спасая от наступающих врагов. Зарыл у старого столба, чтобы запомнить место, и не вернулся. Но самое трогательное в этом кладе не монеты, а то самое золотое кольцо. Это так называемое кольцо Посси, простой золотой ободок с гравировкой внутри, и на нем выгравированы слова «Когда увидишь это, вспомни меня». Понимаешь, среди монет, среди золота и серебра маленькое кольцо с признанием в любви. Кто-то носил его, кто-то подарил его с этими словами.
А потом оно легло в горшок и ушло в землю на 400 лет. Клад оценили в 50 с лишним тысяч фунтов. Местный совет собрал деньги по грантам и пожертвованиям, и теперь все это выставлено в музее Пантефракта. Кольцо рядом с монетами. Монеты можно пересчитать, а вот «вспомни меня» — это уже не про деньги. Это голос человека, который 400 лет назад очень хотел, чтобы его не забыли. Мы стоим и читаем эту надпись. Значит, получилось. Мы помним. А теперь самая тяжелая история. Приготовься. Лондон, район Хакни, 2007 год. Несколько человек копают в саду пруд. Да, снова пруд. Но в этот раз за ним стоит трагедия. И вдруг лопата натыкается на стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. В банке 80 американских золотых монет. 20-долларовые, их называют «двойные орлы». Самое позднее — 1913 года, на сумму около 100 тысяч фунтов. Один из тех, кто копал, потом рассказывал: «Я развернул промасленную бумагу, и на меня глянули статуи свободы, отлитые в золоте. Я понял, это что-то особенное». Но особенным было не золото, особенной была история, которая за ним стояла. Эти монеты принадлежали семье Зульцбахеров. Мартин Зульцбахер – еврей, банкир из Франкфурта. В конце 30-х он бежал от нацистов в Англию, вывез все, что смог, включая коллекцию золотых монет. Положил золото в банковский сейф в Лондоне, там безопасно. А потом началась война. Мартина, как немца, объявили вражеским иностранцем и интернировали. Его отправляли через океан, корабль торпедировала немецкая подлодка. Половина людей погибла, Мартин выжил чудом. А в это время в Лондоне его брат испугался. Если немцы вторгнутся в Англию, они вскроют банковские сейфы, как уже делали в других странах. И брат забрал золото из сейфа и закопал его в саду дома в Хакни. В стеклянных банках. Он сказал соседу: «Не переживай, место знают 5 человек из нашей семьи. Все 5 знают, где зарыто золото. Незачем рассказывать еще кому-то». А 24 сентября 1940 года в дом попала немецкая бомба. Прямое попадание. Все, кто был внутри, погибли. Все 5. Все, кто знал, где золото. Мартин вернулся после войны. Пришел в банк за своими монетами, а сейф пуст. Сосед рассказал ему про сад. Мартин перекопал весь двор и не нашел ничего. Золото исчезло вместе с теми, кто его прятал. Часть монет случайно нашли в 52-м при стройке и вернули Мартину. Он дожил до 81-го года, держал книжный магазин. А вот эту банку, последнюю, нашли только в 2007-м. Спустя почти 70 лет после того, как ее зарыли. Спустя десятилетия после смерти самого Мартина. Получить золото приехал из Иерусалима его сын. 80 золотых монет пролежали в земле дольше, чем прожили люди, которые их спрятали. Это не просто клад. Это память о семье, которую стерла война. Золото пережило их всех. После такой тяжести выдохни. Эта история светлая, почти смешная. Англия, графство Суффолк, деревня Хоксом, 16 ноября 1992 года. Фермер по имени Питер потерял в поле молоток, обычный молоток, и позвал друга, пенсионера Эрика, у которого был металлоискатель. Эрику прибор подарили на выход на пенсию. Помоги, мол, найти железку в траве. Эрик пошел по полю, водит катушкой, ищет молоток. И прибор пищит. Эрик копает и вместо молотка достает серебряные ложки. Золотые монеты, золотые цепочки. И вот тут он принимает решение, которое делает эту историю по-настоящему важной. Он останавливается, не копает дальше. Звонит в полицию и археологам. И это решение все меняет. На следующий день приезжают археологи и аккуратно, по науке, вынимают из земли весь клад целиком, прямо в нетронутом виде. То, что нашел Эрик, оказалось крупнейшим кладом позднеримского золота и серебра за всю историю Британии. Больше того, крупнейшим собранием золотых и серебряных монет той эпохи, найденным где-либо на территории всей бывшей Римской империи. Считай сам, почти 15 тысяч римских монет, золотых, серебряных, бронзовых. Около 200 предметов столового серебра и золотых украшений. Цепочка на тело из чистого золота. Серебряные перечницы тончайшей работы. Все это сложили в деревянный сундук и зарыли в начале V века, как раз когда рушилась римская власть в Британии.
А еще на одном из золотых браслетов есть надпись, латинская: «Используй это счастливо, госпожа Юлиана». И второе имя рядом — Аврелий Урсицын. Возможно, это и были хозяева клада, Юлиана и Аврелий, богатая семья, которая 1500 лет назад спрятала свое золото в землю и не вернулась за ним. Что с ними стало, мы не знаем, но имена остались. Оценили клад в 1,3 миллиона фунтов, по сегодняшним деньгам около 4 миллионов долларов. Эти деньги выплатили Эрику. А он честно 50 на 50 поделился с фермером Питером, с тем самым, чей молоток искал. Да, кстати, про молоток. Его тоже нашли. И знаешь, где он теперь? В Британском музее. Лежит рядом с золотом, которое нашли благодаря тому, что он потерялся. Человек искал в поле молоток за пару монет, а нашел римское золото на миллионы, и заодно имена людей, которых не было на свете 1500 лет. Иногда стоит потерять молоток. И финал. Самая свежая история, она случилась буквально только что, весной 2026 года. Норвегия, поле возле деревни Рена. Двое мужчин с металлоискателями, Руне и Вегард, ходят по фермерскому полю. 10 апреля прибор находит первые 19 серебряных монет. Уже это отличная находка. Но они делают единственно правильную вещь. Останавливаются. Не копают дальше. Звонят археологам. Потом специалисты назовут это образцовым примером, как надо поступать. Оба прошли курсы для поисковиков, оба все сделали по правилам. Без них клад бы растащили и потеряли навсегда. И вот когда приезжают археологи, начинается невероятное. 19 монет превращаются в 50, потом в сотни, потом в 1000. Археологи снимают слой за слоем, а монеты все не кончаются. Одна из археологов потом скажет: «Я в шутку сказала, вот бы найти еще немного, чтобы находка стала больше». Но детекторы просто не переставали пищать. Когда счет пошел дальше, собрали больше 3000 серебряных монет, а копать еще не закончили. Это крупнейший клад монет эпохи викингов за всю историю Норвегии. Прошлый рекорд держался почти 200 лет, с 1836 года, и там было меньше 1500 монет. Здесь вдвое больше. Такого в Норвегии не находили никогда. Монетам около 1000 лет. Их зарыли примерно в 1047 году, в самом конце эпохи викингов. Большинство английские и немецкие, есть датские и норвежские. Лежали они, скорее всего, в кожаном мешочке. Мешочек давно сгнил, а плуг за века растащил монеты по всему полю. И сохранились они так хорошо, что профили древних королей видны четко, будто отчеканили вчера. Археологи объясняют, в почве почти нет камней, поэтому серебро не стерлось. Помимо целых монет, в кладе нашли и так называемое хаксильвер – обрезки и обломки серебряных украшений и слитков. Дело в том, что у викингов ценился не внешний вид монеты, а просто вес драгоценного металла. Не хватает мелкой суммы, отрубаешь кусок от броши или слитка и расплачиваешься обрезком. Самой монеты как таковой могло и не быть рядом. Викинги расплачивались буквально кусками металла, как сейчас расплатились бы размененной бумажкой. Откуда у кого-то 1000 лет назад взялось столько серебра? Ученые думают, из железа. В тех местах веками добывали железную руду из болот и продавали по всей Европе. Возможно, это богатство одного железного торговца, спрятанное в неспокойные времена. Спрятал и не вернулся. Как и все остальные в этом видео. Один человек закопал целое состояние. 1000 лет оно ждало в земле. И дождалось. 2 мужчин с приборами, которые весной вышли на обычное поле. И ведь это произошло только что. Буквально на днях. Пока ты смотришь это видео, где-то в Европе кто-то идет по полю с лопатой или прибором и не знает, что под ногами. 13 историй. 13 человек, которые ничего не искали. Кто молоток, кто воду, кто просто полол грядку. И каждого земля сделала богаче. Или просто прикоснула к чему-то древнему и живому. За каждым кладом чья-то оборванная жизнь. Кто-то прятал золото от нацистов и погиб под бомбой. Кто-то зарыл монеты, когда рушился Рим, и не вернулся. Кто-то унес свою тайну в могилу совсем недавно, во Франции, буквально пару лет назад. Земля хранит их всех и иногда отдает обратно. Ни по графику, ни по правилам. Просто однажды кто-то берет лопату, и время раскрывается, как сжатая пружина. Заметь, что, объединяя почти все эти истории, никто из этих людей не искал золото специально.
Фермер искал молоток. Инженер получил детектор в подарок и решил просто попробовать. Женщина дергала морковь. Рабочий искал воду в трубах. Через случайность, через обычные бытовые дела, прошлое вдруг становится настоящим. И что самое интересное, это не закончилось. Норвежская находка случилась буквально пару месяцев назад, французская — в прошлом году. Земля не делится только древностью. Она продолжает прятать и отдавать прямо сейчас, в наши дни. На канале есть и другие истории про сокровища. Спрятанные, затонувшие, забытые. Если зацепило, загляни, не пожалеешь. И подпишись, впереди еще много такого золота. А пока скажи, что бы ты сделал, если бы выкопал такое у себя во дворе? Сдал бы государству или оставил себе и молчал? Напиши в комментариях. Интересно, кто ты на самом деле.